Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Колесо фортуны. В чем вам повезет? И мы выполним этот Таро-расклад на двух колодах. Это колода, которую прорисовала великолепная художница и таролог со стажем Колет Барон Рид. И колода пасьянса. Вот давайте узнаем. Но первые три карты мы достанем с одним вопросом для вас. Что вам будет помогать? Если мы говорим про сроки, я думаю, что не загадываем большой какой-то срок. Скорее всего, это будет где-то неделя или две. Конечно, у каждого по-своему. Кому-то может вообще ничего не проиграться. Будем реалистами. Все зависит от ваших поставленных целей. Но я так надеюсь, какие-то подсказки у вас будут. Или мы с вами проведем приятное время. Итак, какие же энергии нам скажут карты колоды добра? Что вам будет помогать? Способствовать осуществлению ваших намерений. Нулевой аркан. И по этой карте идет вдохновение. Это, знаете, как когда мы мечту именно в этой колоде осуществляем. То, о чем мы мечтали, мы сейчас практически где-то на пороге к реализации наших планов. Это сама по себе карта говорит об энтузиазме. Да, карта предупреждает, что этот самый энтузиазм где-то не всегда сочетается с практичностью. Безусловно, карта шута говорит нам еще о том, ты смотри, не замечтайся. То есть какая-то реальность нашей жизни, она все-таки присутствует, но какой-то план у вас может осуществиться, причем самый сумасшедший, мои дорогие. По нулевому аркану это как жизнь, новый этап вы начинаете. Какая-то прежняя история завершилась, она не имеет уже значения. И по этой карте есть еще такой момент, когда вы настолько чем-то будете заняты, или вот какое-то ваше дело, оно вас полностью может поглотить, в хорошем смысле этого слова, когда вы в себе уже не сомневаетесь. Вот где-то этот энтузиазм может перекликаться с теми энергиями, когда мы, ну, не очень отчетливо видим какие-то реальности. Но, тем не менее, карта в этой колоде говорит о том, что как раз планы мы можем все наши реализовать. Но единственный момент продумать, как это согласовывается с нашей материальной жизнью, может быть и так. Что же вам будет еще помогать? Ну, энтузиазм помогает. А вообще, вы знаете, тут скорее, я так думаю, для большинства из вас, мои дорогие близнецы, проиграется все же это как вдохновение и уверенность в собственных силах. И новый жизненный этап. Какая-то белиберда, извините, или чехарда. Как минимум в одном вопросе она у вас завершилась. Все же есть посыл того, что как новое качество жизни, которое вы уже хотите отстроить. Единственный момент не помешать самим себе, так ведь тоже бывает. Четверка огня, это нам о чем говорит? У вас прочная позиция, тут в любом случае. Я называю эту карту, пусть не в этой колоде, праздник после победы, но это еще и, знаете, сама по себе радость, гармония в душе, гармония с окружающими. По этой карте идет одно слово – исцеление, вот в этой колоде. Когда, если вы чувствовали недомогание, тогда идете на поправку. Если какие-то были проблемы действительно со здоровьем, то момент, когда вы можете кардинально изменить это состояние. Или для кого это актуально, может быть, пройти какое-то обследование. У кого-то и так. Но в основном это карта праздника и уверенности, карта якоря, когда все под контролем. Самое время что-то начинать. Давайте достанем еще третью карту. Вот на смену какому-то разочарованию, как я сказала, каким-то сложным, может быть, предыдущим периодом у вас приходят возможности. Но мы говорили по карте шут, что не замечтаться. И четверка воздуха нам может как раз и говорить тоже отчасти об исцелении, о медитации, об отдыхе и восстановлении сил. Но не тормошите себя сверх меры. Вы люди быстрые. Быстрые на подъем.
Вы интеллектуалы, которые могут быстро просчитать какую-то ситуацию. Вот именно быстрота, скорость очень соответствует большинству представителей знака зодиака Близнецы. А нам здесь говорят, у тебя все случится в свое время. 2 четверки. Здесь больше говорят о стабилизации какого-то вопроса, темы, может быть, самочувствия. И впереди совершенно новый какой-то жизненный этап. Это все то, что вам помогает. Поэтому себя где-то не тормошите. Или, мои дорогие близнецы, не пытайтесь ускорить то, что, ну, к примеру, вот какие-то документы. Мы же ведь на это не влияем. Мы не влияем на чиновников. Или мы не влияем, к примеру, вопрос даже не в чиновнике, а процедура предусматривает какое-то количество дней. И вряд ли тут мы что-то изменим. Или есть какой-то порядок, к примеру, регламент. Вот давайте узнаем. Событийный ряд на картах пасьянса. Что уже для вас, мои дорогие? Близнецы. Я смотрю карты. И вы смотрите тоже, если я вдруг что-то ненарочно пропустила. Закрытый путь. Замок выпадает, и это, скорее всего, либо, к примеру, вы куда-то собирались отправиться, но, может быть, не получится в те сроки, как вы себе это планировали. Или человек вам какой-то должен приехать. У человека тоже либо не получается, либо по объективным причинам нет возможности. Причины могут быть разные. И нам не говорят, что это не получится осуществить. Вот, наверное, где-то и этот ряд карт Таро нам тоже говорят, у тебя все стабильно. У тебя все случится, произойдет в свое время. Ты, самое главное, не торопись. Тут, как, знаете, у судьбы свои временные сроки. Может быть, что-то откладывается, может быть, задерживается, может быть, какой-то документ не готов. Тут ведь и такое бывает. Солнышко у вас, мои дорогие близнецы, выпадает. Удача, счастье, взаимопонимание. Какая-то радостная новость, событие, может быть. Солнце – это вообще солнце. Само по себе, как, знаете, успех в каком-то деле. То есть, если даже был где-то, мы говорим про замок, стопор в делах, или какой-то документ вы не получили. Не получили сегодня, получите завтра, послезавтра. У вас все произойдет в самый нужный срок и в нужное время. А еще я вижу... Так, это у нас кот выпал. И по этому значению нам говорят о том, что сама по себе обстановка, она способствует как раз вот не только энтузиазму, она способствует флирту, каким-то знакомствам, может быть и новые знакомые. Кот, нам не говорят о чем-то серьезном, но как само по себе хорошее настроение мы предположить можем, поэтому замечательно. Идем дальше. Точно. Тут не только у нас кот выпал, а у вас еще выпадает гитара и развлечения. Может быть, какие-то приятные встречи, приятные, вот как мы говорили, знакомства или приятное общение, веселье само по себе, хобби, творчество. Все то, что нас вдохновляет. Вот не случайно вам выпал нулевой аркан.
Да, тут очень приятная неделя по энергиям. Не неделя даже, две, если мы с вами рассматривали. Период сам по себе. Конечно, у кого-то это в несколько дней может проиграться как-то в ускоренном варианте. Смотрю, что тут у нас еще совпало. Пока я не вижу совпадений. Цыпленок совпадает. И здесь могут быть интересные такие моменты в вашей жизни, когда вам самим не захочется, кстати, себя тормошить. Поэтому я так вижу, мои дорогие близнецы, хоть замок и выпал, но рядом солнышко, удача, успех, спокойное течение жизни, когда вообще все как-то случается и происходит в свое время. И еще солнце, безусловно, жизненный подъем. И с учетом цыпленок вот в этой колоде пасьянса тоже спокойную жизнь обозначает. Поэтому, в принципе, даже если что-то у вас прямо вот сию минуту не получается, вы спокойно махнете рукой и скажете: ай, ладно, все равно все получится. А если уже что-то там кардинально, какие-то изменения происходят, ну, может быть, и не так это нужно. Прочный союз. Прочный союз может говорить, безусловно, и о личной жизни, может говорить о партнерстве в бизнесе, согласованиях каких-то, когда, ну, есть люди, которые с вами на одной волне или готовы с вами взаимодействовать, как-то сотрудничать или помогать решать вопросы. Вы не один и не одна. Тут как раз наоборот приятности какие-то будут от того, что не только вдохновение есть, мои дорогие близнецы, а есть еще и уверенность. Ведь, по сути дела, прочный союз – это уверенность. Есть те люди, на кого мы можем в сложную минуту опереться. И в нашем турбулентном мире это очень немаловажно. Пока с вами говорю, одновременно смотрю, что тут у вас еще могло совпасть. И должна сказать, я не вижу совпадений. Тут действительно как колесо фортуны. Но не то колесо, которое крутится, и мы едва поспеваем. А нет, тут новое качество, повторюсь, жизни с новым воодушевлением, вдохновением, без какой-то рывкообразной синкопы. Причем удачно складываются обстоятельства. Более того, жизнь какой-то принимает более размеренный ход, течение. Потому что вот это, когда карта четверка огня выпадает, не случайно я сказала, я ее называю праздник после победы. И она сама говорит о прочном положении. И когда у нас все под контролем, вот вам понравится как спокойное течение жизни, так и то, что я могу где-то не суетиться сам или сама. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы. Не вижу я других совпадений, и если вы их найдете, напишите, мы обсудим. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.